Не снимай, не выкладывай. Я приперся на базу. У меня сейчас урок. Я расписал песню ученику. Учит песню своего бати. Прикинь, батя у него музыкант и пишет песни. Вот ученик сказал, что хочет сыграть. У них будет концерт у его бати на день рождения. Он говорит, хочу сыграть песню. Я говорю, так, давай, что за песня? И, короче, вот мы ее расписали. Вот так она жутко выглядит. То есть и понеслась. Вступление, то есть такой у нас брейк. Тату, тату. И дальше основной бит. И брейки. А это просто стандартная схема, чтобы он как бы привыкал играть такими вот пачками. То есть и вот так вот. Пока рисую ему так. Где брейки ему играть, отмечаю там то все. Где крэшики, здесь вот просто пачки вешает. Вот. Мы уже играли с ним по этой схеме, вроде ему понятно. А сейчас я возвращаюсь к своему станку. Буду заниматься прямо сейчас. Не снимай, не выкладывай. 6 ноября, мальчики и девчонки. В общем, когда я выбрасывал свой руль, мне надо было всю внутрянку из своей вот этой пипки поставить сюда. Она как бы утяжеляет вот эту байду, и она не грохочет, когда на холодную машину работает на повышенных оборотах. Она не делает так. В общем, еду на базу, досиделся, видишь, до обеда дома. Занимался дома час, ну как полчаса, потом перерыв, потом еще полчаса. После вчерашнего руки прям гудят, будто бы реально вчера в спортзал ходил, то есть прям мышцы болят сегодня. Через 2 дня у моей бывшей группы концерт. Моя ученица по нешколе и подруга, просто дружим, прикольно, общаемся. Скинула мне пост, что там тепло, концерт в субботу. Я ей пишу, типа, пойти что ли? Она говорит, пошли вместе. Я говорю, пошли, только знай, что если мне не понравится, я уйду. Просто развернусь и уйду, даже после первой песни. Вот. Она говорит, ну хорошо, вот, значит, вместе уйдем. Ну, классно. Обожаю таких друзей, которые с тобой всегда во всем. Вот, а на барабанах там тепло. Знаменитый ракушечный барабанщик Роман Ахметов. Как там правильно? Ахметов. Надеюсь, я правильно произнес. Ну, в общем, как ты понял, иногда в своей попытке кого-то зацепить я хожу по охуенно тонкому льду. Просто я, следил за этим барабанщиком. Ну, как следил? Видел я один раз. Сбивки, дежурные сбивки, эти вот пионерские дежурные сбивки. Понял, да? Один раз видел, как он играет. Не впечатлен. И, честно тебе скажу, разочарован выбором барабанщика моей бывшей группы. Вот так вот. Не знаю, говорила я тебе об этом или нет. Я уже уходил один раз из группы. Вернее, когда группы там тепло еще не было, но была группа Дует. Я из нее уходил. Вот. Что я хотел сказать-то? Хотел сказать, что Славе абсолютно без разницы, с кем он играет. Абсолютно без разницы. То есть про то, что ему абсолютно без разницы, с кем играть,
я знаю очень давно. Поэтому даже не надеялся увидеть на своем месте, так сказать, одного из топовых, например, барабанщиков Магнитогорска, например, которые прилично играют. Не надеялся вообще. Потому что, знал, что, кто-то будет, и все. То есть, а кто, понятия не имею, неважно. Не снимай, не выкладывай. Добавляя все эти лампы, я понял одно, что комната превратилась в какой-то операционный зал. С таким светом. Да, здесь темновато, но это приятный глазу свет. То есть он ничем тебя не нервирует Но когда я зажигаю все лампы, вот когда они стояли снизу, они светили на установку. Так, вот одну зажег. Насколько стало светло сразу. Зацени. Вторая лампа. И я не могу об этом теперь не думать. Мне кажется, что здесь слишком ярко стало. Как по-твоему? Не слишком ли много света? Что скажешь? Что-то я разошелся, да? Не находишь? Все разобрал нафиг. Так. Тут всякое говно вычистил, короче. Вот думаю, вот так вот залезть и лампу вот так вот зафигачить. Мне кажется, будет полезнее, чем вот здесь. Всякое разное. Только не знаю, как ее сюда приделать. Это же бетон. И тряпка вот эта опять же. Или оставить ее уж. Короче, нет у меня какого-то этого постоянства, видишь, в жизни. Сегодня нравится, завтра уже не нравится. Слушай, вчера с учеником занимался. Пришел какой-то хрен, начал красить там коридор. Дверь мою покрасил вместе с замком, блин. Вонище, короче. Мы еле высидели этот час. Сейчас я пришел, всю базу разобрал. И этот хрен приперся и давай красить опять. Это что такое, блин? Никакого правильного. Я зашел и понял, что мне не нравится настолько освещенное помещение, понимаешь? А может быть, мне даже не нравится то, что оно не то чтобы освещенное, а то, что у меня по световым приборам хрен пойми что. Тут, там, такое освещение, такое, раздрай какой-то, понимаешь? Не знаю, помнишь ли ты, нет, сегодня вот четверг, а у нас по четвергам обычная репа. Вот, а сегодня у нас нету репетиции. Я уже не помню, кто-то из наших не может, короче. Вот, а назначили репку мы, значит, на воскресенье на 11. Сейчас Жека, гитарист, пишет, да, давайте в 10. Но я не понимаю таких репетиций, понимаешь? Я начал брыкаться, потому что я не понимаю. Я просыпаюсь в 10 обычно. Ну какая мне репетиция? Во-первых, у меня все процессы в организме часам к 12 одупляются только. К часу, блин. Просто. Я могу в 12, пол-первого только в туалет сходить, например. То есть я настолько привык никуда не бежать с утра, понимаешь? И вот так вот экстренно, с утра выбежав, я буду чувствовать какой-то дискомфорт. Мне это не нравится. И я не вижу прям необходимости такой, что прям нам нужно именно вот с утра подорваться и бежать куда-то репетировать. Я против такого. Ну его в баню. 7 ноября, девчонки и мальчишки. Сидел я дома, стучал по полотенцу. Мне что-то нравится в последнее время чисто в скрученное полотенце долбить. Вот. Сегодня ровно 3 дня моего занятия со своими руками. Короче, приехал ко мне подрамник. Еду забирать. И как раз оттуда поеду, заберу сайлентблоки с Экзиста. Так интересно здесь ехать, когда на деревьях нет листьев. Пусто, кажется. Что-то у меня брякает слева после того, как я подшипник поменял. Слышал прям бум-бум, прям такой, как будто что-то не прикручено. Вот еду я за подрамником и думаю,
А смогу ли я его вообще в машину-то затащить? Он же, наверное, тяжелый, как собака. Короче, вы бы меня видели, как я корячился. Ну, абсолютно целый подрамник. Даже сайлентблоки целые. Ну как, там есть надрыв небольшой? Но у меня сейчас похлеще, мне кажется. Так, сюда рейка ставится. А эту мы просто снимем. Вот и прикинь. За 4000 подрамник надыбал. Абсолютно вообще не ржавчинки на нем. Блин, вот с чем-то прям везет, а с чем-то вообще вот как с крыльями с этими. Сейчас езда по городу похожа, знаешь, на какое-то GTA. Похоже на какой-то квест. Доедь с точки А до точки Б. Без урона. Вот реально тебе говорю. Просто вот пока я вот доехал до туда, меня раз чуть не это. Как бы не сматериться-то. И сейчас отсюда еду тоже с кругового выезжает. Ему налево, он зачем-то лезет в мою полосу. Просто не понимаю. Как, почему так сейчас? Почему так люди сейчас ездят? Не могу понять. Я еще ни на одном своем кубе подрамники менял ни разу, прикинь. Ни разу не было такого, чтобы подрамник сгнил в дрова просто. Что-то вскользь глянула и показалось. Много ветеранов. Комплект, прикинь. Классная тема. Просто комплект сразу бабам. Ну, короче, здесь я больше не буду света добавлять. Это слишком выглядит кринжово. Куча ламп просто. Эти лампы тоже рассеивают хорошо. Вот, допустим, я лег на диван отдохнуть, да? С этой лампой. Тыщ. Вот так вот как-то. Ну, то есть я хотела ее сюда прилепить. Я думала, она будет мягким светом так все освещать. И то я ее, как видишь, тряпкой законопатил. Все равно я не вижу того сценария, чтобы я лежал на диване, и она светила мне в шары. Короче, есть у меня такая идея. Снять вот эту тряпку. Что-то она меня прям бесит, короче. Смотри, она какая грязная. И она еще вот так вот висит. И она рассеивает свет еще, прикинь. Я хочу вот эту лампу, вот эту, повесить. То есть, когда я его здесь включаю, здесь становится прям приятнее намного. Давай, покажу тебе. Например, вот так вот мы ее возьмем. Смотри. То есть, она висела сбоку, вот здесь. Но я просто понимаю, что лампа очень клевая, цвет хороший. И так хранить ее под этой доской мне не хочется. Сейчас, погодь. Опа. Вот смотри. А? Офигенно же. Ну сюда его. Вот. А так как у меня вот эта тряпка на потолке, я не знаю, как к потолку что крепить. Потому что через тряпку крепить, ну такое. Вот. Да даже если без тряпки, то все равно нужен этот, как он называется-то, дырки делать в потолке. Там пыли просто охренеть, просто она сыпется с этой тряпки. Я не знаю, на какой хрен мы ее вообще... Я ее приклеил туда степлером. И сейчас я ее отдеру. Прикинь, насколько стало светлее. Но осталось эту гирлянду оторвать. Смотри, какой страшный потолок. Ничего, подлатаем, все будет хорошо. Фу, я немножко упикался. Так, я все снял. В принципе, без этой тряпки здесь вполне себе неплохо. Согласись, светло. Сейчас я на этот плафон зафигачу вот эту лампу, чтобы задать как бы температуру здесь цвета. Цвет у этой лампы теплый. И здесь будет вот такое светлое, теплое пятно. Я сейчас попробую на термоклей прифигачить к потолку прям вот это вот.
В общем, лампа очень легкая, поэтому, мне кажется, запросто она тут будет висеть. И вот еще достаточно давно у меня руки чесались добраться вот до этого безобразия. А так как здесь была тряпка, это было, невозможно сделать. Я не знаю, на чем он там держится, непонятно. Ну и вот эту штуку подклеить тоже. Ну что, готово. Что, вот этот гадский провод, поперек. Ну ничего. Теперь берем, и запитываем. Ну что, надеюсь, все мои мучения не зря. Включаем. Вау. Вот именно этого я и хотел. Ровный свет по всей комнате, а не вот этими кусочками. Сейчас вот эту лампу еще выключу. Она, по сути, нафиг не нужна. Вот, видишь? Фу. Я заколебался. Вот так вот как-то. Так. Смотрим. Чик. Чик. Мне нравится. Шнур я провел под пенопластом. Сейчас там степлером пройду. Выключила вот эту фонарь. На телефоне светлее, кстати. Чего я? Давай, все, выключим. Чик. Просто интересно, как он будет. Оба. Офигенно. Ну, вообще круто, мне очень нравится. А с потолком надо еще что-то делать. Да, в принципе, хрен с ним. И так нормально. Тут я немножко прошелся, подтянул тряпку. Там тоже. Сейчас здесь еще сделаю. Ладно, прям сейчас. Мне иногда нравится со светом поиграться. Типа там, как ты уже понял, наверное, да? То есть вот, смотри. Оп. Блин, ну она шикарная, просто лампа шикарная. И она висит прямо над барабанами. Ну и я в ППХ немножко ее неровно приклеил. Это мне вообще пофигу, если честно. Главное, что она прямо над барабанами. Так. Все, надо присобачить вот эту хрень. Руки грязные, как у тракториста. Ништяк. Это вот лампа своим таким теплым светом, знаешь, у нее теплый свет. И вот той тоже теплый. Она такой фон создает прикольный. Прям мне очень нравится. Пойду руки помою. Ужасная краска, просто ужасная. Блин, ну тут классно. Этот фонарь прям задает атмосферу. Мне нравится. Сейчас сострою банки. Фу, жарко, надо дверь открыть. Так. Ну, а ту лампу, которая над входом висела, как всегда, сюда прифигачил. Вот, могу ее включать, выключать, в принципе. Вот как-то так. В общем, не знаю, куда ее девать. Пристрелила ее сюда. Полезли сейчас туда смотреть, что там такое непонятное. Так, вот так он прикручен. На саморезы, прикинь. А здесь почему-то оттопыренный. Сейчас попробую снять вот эту фигнюшечку. Может быть, на саморез его прикрутить, не знаю. Печально, но не получится, потому что надо отсюда заворачивать саморез. Вот, отсюда. Поздравь меня. Я добился, ты чего хотел. Заодно и шнур сделаю столько, сколько надо. Фу, не знаю как, но я ее снял. Это саморез. А вот. Почему она искривлялась-то? Потому что
Саморезиков не было. Вот здесь, например. Вот здесь уже оторвано, видишь? Некуда прикручивать. Можно на термоклей прифигачить. Я не знаю, как я ее буду держать, просто не понимаю даже. Все, промазал. Все, уроню. Сука. Не снимай, не выкладывай. Не спрашивай, как. Короче, каким-то хреном я ее прикрутил. Фу, слушай, у меня от постоянного лазения уже икры болят. Это будет, конечно, феерично, если она жахнется оттуда. Но она хорошо прикручена, если честно. Фу, устал как собака. Так. Хочу последний раз взглянуть, как это будет с одной лампой. Правда, я уже ничего не пишу 100 лет назад. Раньше в Инстаграм что-то писал. Примерно при таком освещении. Вот этого я и хотела, чтобы свет был за барабанами, а не перед ними, как вот при этой штуке, когда она горит. Вон, видишь, как он прикольно. И включаю вот эту штуку. Бам. Свет такой мертвый, да, вообще? А вот этой штукой уже можно в рожу себе посветить, например. Ну, правда, тоже такая детская светилка. Ну, ничего так, дает свету. Контент из ничего. Просто. Высосанный из пальца я называю контент. Еще щиток надо разобрать, АБС расклеить. Ну, короче, это... Всему свое время, как говорится. Сейчас надо заказать с пенсии рейку. Что-то меня жаба давит. То есть у меня сейчас есть 10. Но мне неохота ее тратить, потому что... А, кстати, с канала «Не музыканты», чувак, тебе, мужик, тебе огромный респект. Спасибо тебе за такую поддержку офигенную. Вот. Топ-донат. Класс. Но он еще у мамки на карте лежит. Я такой мамкин слесарь. Вот. Ну, своей картой пока не могу пользоваться. Наверное, я на твои вот 2 рубля закажу себе рейку. Прикинь. Меня уже в транспортной компании «Энергия» уже как родного. Без паспорта, прикинь, выдают мне уже. Так как у меня гаража своего нету, и все, в основном всякие движухи, ремонты происходят в саду. По ходовке что-нибудь мы там делаем, колодки с батьком меняем, там то все. Салон вот я драила, это все летом. То есть зимой, даже если я бывало просился к Виталию в гараж что-то сделать, там термостат я менял, помню, на прошлом кубе у Виталика в гараже. Все равно чувствую себя неудобно, потому что гараж чужой, и занимать там, раскорячиваться. Ну и одно из постоянных моих занятий — поездка через дорогу в Старую Магнитку. Забирать батю, который поддал там с другом с каким-то своим и идти не может. Вот, поэтому едем забирать его. Пойдем с собакой погуляем. Так, мы нагулялись. Посылочку забрали в Озоне. Сейчас погоду передали. Завтра дождь. Отлично. Капец. Зима будет нынче, нет? Как-то была такая зима без снега.
Вот они, сайленты подрамника. Не снимай, не выкладывай. 8 ноября, девчонки, мальчишки. Время почти 2. Я выдвигаюсь на базу, чтобы немножко там дурака повалять и собирать манатки на репетицию, которая завтра в 11 утра. Еще вчера абсолютно никакого батю я доставила до дому. И как всегда, следующий день, после того, как батя там почудит вечерок, проходит абсолютно, почти проходит либо так же, либо в полной тишине. Батя исчезает из дома, потому что чувствует себя виноватым, видимо, там, я не знаю. Вот, и, короче, дома тишина. Батя в гараже, скорее всего, потому что ему деваться некуда. Вот. И я сейчас хочу заехать в гараж. Во-первых, скинуть там скинуть там подрамник. Ну, еще посмотреть, как он там себя чувствует в гараже. Накидывается ли он по новой, или что он там делает, неизвестно мне. Вчера, когда я сдирала эту тряпку с потолка, я примерно понимала, что звук изменится, скорее всего, в худшую сторону. Но, в принципе, я играю в наушниках. Я уже давно не играю без наушников, в смысле, и не слушаю исходный звук, как говорится, потому что берегу свои уши. Прошло то время, когда я вслушивался. Вот, и мне сейчас по барабану, какая там акустика. Если вдруг случится так, что мы вдруг с группой будем репетировать в этом помещении, то я что-нибудь сделаю для этого. Так, ну что, батя трезвый, ковыряется там с машиной, все хорошо. Я взял, короче, на этот набор ключей, будем снимать вот эту вот башку и в нее напихивать чего-нибудь утяжеляющего. Ну и опять, короче, чек погас. Какое-то время, видимо, горит, понимает, что никто не собирается с ним ничего делать, и гаснет. Так, я благополучно снял эту шляпу. Видишь, она пустая и очень легкая. Такие 2 болта нашел. Еще один где-то вот болт. Просто надо утяжелить, чтобы она не грохотала. Сейчас попробую вытащить вот эту вот железную коробочку. Если без последствий не получится вытащить, то не буду. Так вот налью через дырку клею и туда болт прилеплю. Пластик вроде жесткий. А вполне возможно, что она может поплыть. Так что сильно много не стоит наливать. Калек сейчас написал: научи паять, типа проведи мастер-класс. Я хоть и работал на заводе, перематывал движки, паял, но меня паять никто не учил, прикинь. Мне просто дали паяльник, канифоль такую, правда, на заводе юзают не каменную такую канифоль, а порошок. То есть ты просто порошок берешь, щепотку, как соль, и сыпешь на то место, которое будешь паять. Все, на паяльник, само собой, на чистый паяльник, залуженный, цепляешь чуть-чуть припоя, и туда его чпок, и все. Вот, а дома я практически всю жизнь паял кислотой. Всегда только кислотой. Вот. И только вот последний раз здесь я вот паял канифолю, потому что кислота кончилась. Значит, что я тут обнаружил? Я выдвинул барабаны вперед. И сделал я это зря. По нескольким причинам. До наушников теперь далеко, то есть шнур в натяжку. А ковер приклеен. Прикинь, то есть его просто не взять и не сдвинуть. И еще один момент. Ну, стол, допустим, я могу подвинуть. Но когда я сижу здесь и смотрю в зеркало, то, увы. Вот я сидела на своем прошлом месте, и у меня все было под контролем. Но когда я сижу вот здесь, то я сижу на самом краю зеркала, как ты видишь. То есть можно взять зеркало, передвинуть. Только есть небольшая проблема. Это зеркало мы с батей вдвоем вешали. Ну, как, собственно, и вот этот светильник тоже мы вдвоем вешали. Правда, не с батей.
Ну что, я кое-как высосал из пальца упражнения для учениц. На самом деле упражнений бесчисленное количество. Просто я учу только тому, что более-менее чем сам более-менее владею. На самом деле я, как тебе сказать, не считаю себя никаким преподом. Вот, я ничему сверхъестественному не учу, о чем 100 раз уже говорил. То есть найдутся там люди, которые типа, о, какой ты препод. Я никого не заставляю идти ко мне в ученики. Вот. Ну и, соответственно, если ты пришел учиться ко мне и, я не знаю, чтобы у тебя получилось, недостаточно просто ходить ко мне. Вот что я хочу сказать. Я даю какие-то знания, ты их можешь сохранять и отрабатывать. Только тогда тебя ждет успех. Завтра с утра поедем на репетицию, заведем на холодную машину и проверим, как вот эта штукера будет дребезжать. И будет ли. Так вот я ее запаковал, короче. Тебя люблю. Я уже ненавижу,